Ман-Сити отдает Филлипса. Плохие отношения Мбаппе и Энрике. Челси выбил Ньюкасл. Новый клуб для Айвена Тоуни. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Нападающий Брентфорда Айвен Тоуни продолжает отбывать наказание за нарушение регламента о ставках, но это не мешает футболисту оставаться в центре внимания лучших клубов Англии. Более того, похоже, что вскоре форвард получит новую команду. В услугах Айвена заинтересованы Челси, МЮ и Арсенал. Сам Тоуни считает оптимальным работодателем канониров. Манчестер Юнайтед готов продать 4 игроков в январе, сообщает Daily Mail. В этот список входят Джейдон Санчо, Казимира, Рафаэль Варан и Антони Марсиаль. Директор МЮ по футбольным операциям Джон Мерта посещал Саудовскую Аравию для обсуждения по возможным трансферам. Конкретных договоренностей достигнуто не было, но функционер дал понять саудовцам, что вышеперечисленные игроки доступны для подписания в январе. Центральный защитник Астон Виллы Климан Лангле дал добро на трансфер в итальянский Милан. Об этом сообщает Спорт. Француз в этом сезоне выступает за Астон Виллу в аренде, но до сих пор не сыграл ни одной минуты в АПЛ. Климан недоволен своим положением в команде Уная Эмери и хочет сменить клубную прописку в январе. Права на Лангле принадлежат каталонской Барселоне, которая летом хочет продать футболиста на постоянной основе. А Милану срочно нужен новый центральный защитник. Француз не против попробовать свои силы в итальянской серии А. Руководство Ман-Сити приняло окончательное решение отпустить опорного полузащитника Калвина Филлипса в туринский Ювентус на правах аренды. Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, на текущий момент нет сведений о том, будет ли арендное соглашение включать в себя опцию возможного выкупа футболиста. Сам Филлипс изъявляет сильное желание перейти в Ювентус, поскольку переживает за свое место в составе сборной Англии перед грядущим Евро. Ранее английский футболист выражал недовольство количеством игрового времени, получаемого им в составе Ман-Сити. Взаимоотношения Кильяна Мбаппе и Луиса Энрике в значительной степени ухудшились в течение последней недели. Об этом сообщает L'Équipe. По информации источника, французский нападающий недоволен Энрике по двум основным причинам. Во-первых, Мбаппе не понравилось требование испанского специалиста снизить интенсивность в концовке минувшего матча Лиги Чемпионов с Дортмундской Боруссией, от результата которого зависел выход ПСЖ в 1/8. Во-вторых, Кильян продолжает выражать недовольство тем, что Энрике использует его на позиции центрального нападающего, в то время как сам игрок предпочитает играть на фланге. Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что Рональд Араухо не перейдет в Баварию зимой. Футболист донес свою точку зрения через представителей. В то же время уругваец не закрыл дверь в отношении лета. Слабая надежда у Баварии остается. Ранее руководство Барселоны потребовало от Хави перестать экспериментировать с защитником. Тренеру запретили сдвигать уругвайца на фланг, где он играть не хочет. Сэр Джим Рэдклифф может сорвать попытку Тоттенхэма подписать трансферную цель МЮ защитника Ниццы Жан-Клера Тодибо, несмотря на то, что игрок не против присоединиться к шпорам. Француз проводит впечатляющий сезон в Лиге 1 в составе Ниццы, контрольный пакет которой принадлежит компании Рэдклиффа Айнеос. Красные дьяволы впервые связались с Тодибо задолго до того, как в борьбу ввязался Тоттенхэм. Это было еще во времена Оле Гуннара Сульшера. Тогда игрок все еще пытался добиться успеха в Барселоне. На данный момент шпоры провели переговоры по французу о трансфере на сумму 35 миллионов фунтов. Но теперь переезд Тодибо в Лондон находится на грани срыва, так как Рэдклифф может стать руководящей фигурой на Олд Траффорд до Рождества. Полузащитник мадридского Реала Тони Кросс может вернуться в сборную Германии.
Как сообщает Кристиан Фальк, 33-летний немецкий футболист всерьез рассматривает возможность вернуться в национальную команду. Ранее главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн не исключил возвращение Кросса. Кросс объявил о завершении карьеры в сборной Германии летом 21-го, когда в 1/8 чемпионата Европы немецкая команда проиграла Англии. Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига договорились начать публиковать видео и аудиозаписи разговоров между полевым судьей и арбитром ВАР. Размещаться в сети будут те переговоры арбитров, которые привели к просмотру эпизодов игры на полевом мониторе. Публикация начнется с 20-го тура Ла Лиги один раз в конце каждого игрового дня. В заявлении говорится следующее. Эта инициатива обеспечит большую прозрачность судейства в профутболе. Трансляция изображений и аудио после завершения каждого дня соревнований улучшит впечатление болельщиков и будет способствовать лучшему пониманию судейских решений у зрителей. Жоан Лапорта высказался о будущем Суперлиги. 21 декабря Европейский суд огласит вердикт по разбирательству между УЕФА и Суперлигой. Если суд вынесет вердикт в нашу пользу, первое, что нам нужно будет сделать, начать все обдумывать совместно с УЕФА. Это должно быть сделано именно так. УЕФА должен получить возможность принять участие в организации нового соревнования. От этого диалога будет зависеть скорость реализации проекта, но через год или два мы сможем запустить Суперлигу, сказал президент Барсе. Бывший главный тренер Тоттенхэма и Вулверхэмптона, португальский специалист Нуну Эшпириту Санту в ближайшее время возглавит Ноттингем Форест. Об этом в социальных сетях сообщил Фабрицио Романо. По данным журналиста, португалец уже отправился в Англию для подписания контракта со своим новым клубом. На этом посту Санту сменил Стива Купера, которого уволили вчера вечером. Последним местом работы португальского специалиста был Аль-Иттихад, который он покинул в ноябре. Челси на своем стадионе победил Ньюкасл в матче 1/4 финала Кубка Английской лиги. Основное время игры завершилось в ничью 1-1. На 16-й минуте Сороки открыли счет после удара нападающего Калума Уилсона. Долгое время результат оставался неизменным. Однако на 92-й минуте нападающий Челси Михаил Мудрик сравнял счет. А в серии пенальти точнее оказались футболисты синих – 4-2. А ранее полуфиналистами Кубка стали Мидлсбро и Фулхэм.